Папесса Иоанна или Шершеля-Фам в Ватикане. После смерти Папы Римского Иоанна Павла II высказывались различные предположения о том, кто же станет его преемником. Представители радикальных кругов даже выдвигали революционные идеи о том, чтобы избрать следующим Папой Римским женщину. Римская католическая церковь давно нуждается в нежной женской руке, заявляли самые радикальные. Не стоило бы, конечно, обращать внимание на это эпатажное заявление, если бы не один исторический курьез. Предание гласит, что после смерти папы Льва IV в 855 году папский трон 2 года, 5 месяцев и 4 дня занимала женщина, вошедшая в историю как папесса Иоанна. Конечно, трудно представить на престоле Ватикана женщину. Католическая церковь того периода видела в женщине начало всех бед, причину первородного греха. Ведь это она толкнула Адама к грехопадению. И вдруг женщина на святейшем престоле. Итак, приступим к обсуждению легенды о дочери Евы, ставшей отцом отцов. Об этой почти мифической идеальной женщине. Женщине красивой, смелой, умной, не боящейся любить. Выяснен ли на сегодня вопрос о том, насколько правдоподобен этот образ? Некоторые исследователи пишут о ней как о вымышленной личности, вошедшей в историю благодаря романтической легенде. Другие называют ее авантюристкой, а третьи посвящают ей свои литературные творения, стихи, прозу, пьесы, киносценарии. Женщина-священник – вечная мечта не только феминисток. Поэтому и гуляют по свету легенды о женщинах, посмевших состязаться с мужчинами в служении Богу. Обычно их ждал не самый счастливый конец, хотя бывали исключения. Например, стоит вспомнить библейскую пророчицу Девору, мать 8 детей, которая была судьей Израиля целых 20 лет. Правда, она была избрана совершенно легитимно и не пыталась выдавать себя за мужчину, и на ответственном посту не впутывалась в сомнительные связи, которые по большому счету запрещены в принципе, независимо от пола. Легенда о папессе Иоанне, согласно некоторым исследованиям, восходит к концу X века, но многие историки считают, что Иоанна взошла на папский престол 2,5 веками раньше, после смерти папы Льва II. Это событие пришлось на времена кризиса и беспорядка в римской епархии, подданные которой избирали папу. Царила коррупция, разногласия между знатными римскими семьями, в чьих руках была сконцентрирована власть, привели к определенным сложностям с избранием нового понтифика. По одной из многочисленных версий, дошедших до наших дней, коронация женщины стала возможна, помимо всего прочего, как раз из-за слабости знатных римских семей, которые не смогли утвердить своего кандидата. Хотя некоторые историки считают, что предание о папессе возникло как проявление антиклерикальных настроений в обществе. Есть предположение, что источник фабулы рассказа об Иоанне коренится в критической сатире, написанной позже и направленной против влиятельной сенаторши Морозии, жившей в Риме в X веке. Итак, действительно ли представительница прекрасного пола занимала престол святого Петра? Миф это или реальность, но история с Иоанной стала очень популярной. В различных литературных, кинематографических, исторических и околоисторических источниках пересказывается эта история. Несмотря на энергичные протесты одних ученых, существование папессы Иоанны подтверждается другими. В качестве аргументов «за» в частности приводится то, что, как известно, именно она руководила работами
по строительству высоких каменных стен, которые до сих пор окружают Ватикан. Еще один аргумент в пользу гипотезы – так называемый след Бенедикта III. В самом первом известном списке пап почему-то не значилось имя этого понтифика, как преемника Льва IV. Его вписали позднее. Причем летописцам почти ничего не было известно о нем. Они лишь упоминали о Бенедикте, как о человеке с привлекательной внешностью, не любившим показываться на людях. А еще по одной из версий о его кончине в 858 году и о том, что его почему-то похоронили за пределами собора Святого Петра. Возможно, это и была папесса Иоанна. А возможно, это одна из шуточек госпожи истории или господ историков. Зато вы не найдете ни в одном издании Римско-католической церкви упоминаний о легендарной папессе. Не ищите это имя в биографических справочниках и официальных списках пап и даже антипап. Краткий эпизод краткого присутствия дамы на троне святого Петра остается одним из самых тщательно хранимых секретов Ватикана. Так о чем же рассказывает легенда? По одним источникам, Иоанна была молодой девушкой родом с Востока, возможно, из Константинополя. Единственное, что несомненно, она была любознательна и умна. Хотела учиться, что в ту эпоху для женщины было не так-то просто. Учебные заведения находились под эгидой церкви, а церковь была заинтересована в обучении мальчиков, которые в будущем могли стать священниками, а никак не девочек. Женщин на учебу не принимали. Согласно другой легенде, ее отцом был миссионер, с которым она постоянно разъезжала. Возможно, именно тогда он и понял, что мальчик, помощник и продолжатель его религиозной миссии, намного лучше, чем девочка. И Иоанна начала переодеваться в мужское платье. После смерти отца, по-прежнему понимая все преимущества мужского костюма, она больше с ним никогда не расставалась. Иоанна получила хорошее образование в области теологии и философии, поэтому, приехав в Рим после долгих странствий, она выдала себя за монаха. Иоанна поразила своей эрудицией церковных мужей, и они, вероятно, после смерти Льва IV помогли ей взойти на папский престол. Официально ее назвали Иоанном VIII. Другие знатоки ватиканских мифов и интриг утверждают, что под именем папессы Иоанны скрывалась прекрасная особа благородных кровей и весьма высокого ума, родившаяся в Англии. Согласно легенде, получив начальное образование, она захотела продолжить учиться дальше, что было доступно во времена Средневековья только мужчинам. И опять ее выручило мужское платье. Именно в этом одеянии она попала в мужской монастырь, где сразу же стала выделяться среди общей массы полуграмотных монахов своей покладистостью и обширными познаниями. Предполагают, что здесь, в монастыре, она и познакомилась со своим будущим спутником по дальнейшим путешествиям, монахом Иппульды. Влюбилась в него, рассказала правду о себе и стала его любовницей. Из Англии Иоанна и ее спутник перебрались в Германию, где и получили в лицее немецкого города Майнца хорошее образование. По другой версии, влюбленные покидают монастырь, чтобы отправиться в Афины для продолжения учебы в духовно-теологической школе. Они путешествовали по Европе, посещали самые известные богословские и философские школы. Честолюбивый монах мечтал, набравшись знаний, поехать в Рим и стать кардиналом, а если судьбе будет угодно, то и самим папой. Но во время скитаний по Европе юноша заболел и умер от лихорадки, а его спутница, оставаясь в мужском обличье, поклялась на могиле друга осуществить его дерзкую мечту и отправилась в Рим, по-прежнему в мужском платье.
Как уже упоминалось, это был единственный способ получить образование. Итак, мужской костюм снова ее выручил. А может быть, у нее просто уже не было выбора? Ее никто и нигде не ждал. А монашеское одеяние, так удачно маскировавшее все особенности женской фигуры, открывало ей двери в многочисленные монастыри, где можно было переждать плохие времена и согреться, получить еду и питье. Здесь никто особо никем не интересовался, тем более, что через несколько дней Иоанна уходила, чтобы найти приют в следующем монастыре. Благодаря недюжинным способностям, ораторскому таланту и богатым знаниям чужеземке удалось получить кафедру в греческой школе. После Афин Иоанна попадает в Рим. Здесь ей пригодились весь ее жизненный опыт и все знания. Она обращала на себя внимание благодаря своей эрудиции, хорошей памяти, изворотливому уму и умению работать с документами. Вскоре слава о высокопросвещенном монахе распространилась по всему Риму. Джованни Англика стал своим человеком при папском дворе. Иоанна успешно занималась не только церковными, но и государственными делами. Чуть позже она стала нотариусом при папском совете и заняла весьма почетную должность при дворе папы Льва IV. В то время нотариус был и юристом, и секретарем, и архивариусом, и советником в одном лице. В ее ведении были все наиболее важные документы папской канцелярии – финансовые, политические и религиозные. А в 855 году, после смерти Льва IV, Иоанна была избрана его преемником под именем Иоанна VIII. Но природа взяла свое, и через год после избрания она обнаружила, что должна стать матерью. Молодая женщина, облаченная в папскую сутану, не выдержала зова плоти и вступила в любовную связь со своим управляющим. По другим источникам, Иоанна стала любовницей одного из весьма высокопоставленных служителей Ватикана. По самой же скандальной версии, которую высказал Эммануэль Роидис в книге Папесса Иоанна, она забеременела от Флора, незаконного и единственного сына Льва IV. Широкие одежды понтифика скрывали последствия их греха. Но на праздник Вознесения 858 года случилась трагедия. Традиция требовала от папы обязательного участия в церемонии. Во время крестного хода папесса, одетая в свободную парфиру, была окружена сановниками и народом. В проходе между Колизеем и церковью святого Клементия она упала. Начались родовые схватки, и папесса Иоанна скончалась. Согласно другой легенде, ее и ребенка разъяренная толпа забила камнями. Убиенных похоронили в церкви святого Клементия. О том же, как на самом деле закончился путь Иоанны, источники также дают весьма сбивчивую информацию. Монах из Мальмсбури 1366 считал, что она осталась в живых, но вела жизнь затворницы, а ее сын выжил, был отдан в монастырь, принял постриг и сделал церковную карьеру, стал епископом в городе Остия. Этой же версии придерживается и Боккаччо. Среди исторических гипотез есть и такая. В кафедральном соборе Сиены веренице бюстов римских понтификов между Львом IV и Бенедиктом III была поставлена статуя с подписью «Джованни VIII, женщина из Англии». Но в 1276 году вроде бы папа Климент VIII заменил его бюстом папы Захария. Весьма распространено мнение, что именно в интересующий нас период, примерно с X до начала XVI века, был введен занятный обычай, по которому вновь избранного папу
проверяли на гендерную принадлежность. Претендента на папский сан усаживали в особое мраморное кресло с отверстием в центре и деликатно обследовали, не женщина ли это. Получив подтверждение от специального служки, есть в наличии. Наш избранный является мужчиной. Участники конклава устраивали овацию. Говорят, что замечательное кресло много лет стояло в портике собора Сан-Джованни. Потом его оттуда убрали. Сейчас оно хранится в одном из римских или даже ватиканских музеев. Но никто не знает, в каком именно. Скептики же утверждают, что артефакт в виде кресла с дыркой был пережитком времен Римской империи, когда великим мира сего подобало лишь в целях личной гигиены восседать на такого рода креслах. Учитывая обыкновение многих высоких особ принимать советника во время совершения утреннего туалета в узкофизиологическом смысле этого слова, это нормальное приспособление. Что же, возможно, скептики правы, но обычай проверки пап на принадлежность к мужскому полу упоминается подозрительно часто. Рабле в своей книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» тоже упомянул традицию щупать яички святого отца. По мнению некоторых источников, этот обычай просуществовал до XV века. Вероятно, римская церковь не хотела допустить обмана. Значит, у нее были основания опасаться, как бы женщина не надела папскую тиару. А история папессы продолжала возбуждать писательские умы и перья. Впервые эта необычайная история была опубликована в XIII веке, а потом она периодически вновь всплывала то у одного, то у другого европейского автора, почитавшего ее за чистую правду. Библиография дамы-папы обширна. Один из первых источников, сохранившийся до наших дней, где упоминается об этой таинственной даме, хроника Жанна Мэли, доминиканца, у которого другой доминиканец Этьен Бурбон заимствовал и поместил в своих хрониках историю тогда еще безымянной дамы, ставшей сначала нотариусом, затем кардиналом, а в довершении и папой, благодаря мужскому костюму и своим способностям. Датируют эти события Этьен 1100 годом. Герой, вернее, героиня повествования «Семь даров Святого Духа» знала грамоту, много читала, начала переписывать книги. В ту эпоху, когда о книгопечатании еще никто не догадывался, перепись книг была доступна только людям, получившим духовное образование. Обладая почетным званием книжника, она становится нотариусом при дворе папы, а позже ее избирают папой. Автор не упоминает имени своего героя, но дает понять, что речь идет о женщине, так как по этой версии во время одной из ритуальных процессий папа упала с лошади и родила. Разъяренные церковники забросали новорожденного камнями. Мать привязали к хвосту лошади и протащили по городу. Там, где она умерла, поставили часовенку со статуей красивой молодой женщины с папским атрибутом в одной руке и ребенком в другой. Позже часовню снесли. Скептики парируют: да, был памятник женщине, но его снесли, так как нездоровое воображение средневекового обывателя рождало, глядя на статую, еретические сказки. Важное место занимает второй известный источник, упоминающий о папессе. Он появился в том же XIII веке. Хроника папы императоров Мартина Тропау, капеллана и пенитенциария Курии. В хронике он подробно рассказывает о некоем Жанне, занимавшем папское кресло вслед за Львом IV 2 года, 7 месяцев и 4 дня. Она была англичанкой, но родилась в 822 году в Ингельхайме, близ Майнца.
Автор предполагает, что ее родители были иммигрантами, покинувшими в свое время Англию. Далее он повествует, что Жанна влюбилась в ученого-монаха-бенедиктинца. Он принадлежал к одному из самых влиятельных монашеских орденов, причем слово «бенедиктинец» было синонимом ученого-эрудита. Подталкиваемая любовью к мужчине и их знаниям, она сопровождает своего возлюбленного в Афины, переодевшись в монашеское платье. Приобретя обширные познания по истории, ораторскому искусству, философии, она едет в Рим, где вскоре избирается кардиналом, а затем и папой. О том, что она женщина, становится известно во время церемониального шествия. Между Колизеем и церковью святого Клементия она родила ребенка. По этой версии она умирает от родовых мук, так как ей не оказали медицинской помощи, и ее хоронят на том же месте. С тех пор церемониальные шествия пролегают по другому маршруту. Кстати, горячая сторонница реальности этого персонажа Дона Вульфов-Кросс в своем романе «Папесса Иоанна» апеллирует к этому факту и предлагает взглянуть на карту. Старый путь, священная дорога, теперь переименован. Правда, у скептиков свой аргумент. Улица со временем просто перестала отвечать практическим потребностям. Она стала узкой для прохождения участников процессии. Появляются красочные вариации на злобу дня. Например, в некоторых работах есть эпизод с ангелом, посланным Папессе Богом, с предложением выбрать из двух возможных вариантов – быть вечно проклятой или умереть быстро в стыде при большом стечении народа. Она выбрала второе. В конце X века история женщины-папы докатилась до Руси. В 991 году, сообщала Несторовская летопись, киевский князь Владимир незадолго до крещения Руси обратился с посланием к папе римскому Иоанну XV. Узнав об этом, константинопольский патриарх отправил в Киев письмо, указав, что недобро иметь отношения с Римом, ибо там баба была Анна папою, идучи со кресты в крещение, родила на улице и умерла. И по той улице папы со кресты не ходят. И вы того зловерия не принимайте, и учению их не верьте. В XVI веке писатель Марио Кеккола утверждал, что Всевышний вознес Папессу Иоанну на престол, чтобы продемонстрировать равенство между мужчинами и женщинами. Книгу «Необыкновенная история папы, правившего между Львом IV и Бенедиктом III» в 1691 году написал Спанхейм, а в 1736 в Гааге под заголовком «История Папессы Иоанны Жанны» вышел ее французский перевод. С историей Папессы Иоанны созвучны происшествия, рассказанные Боккаччо в Декамероне. К тому же знаменитой грешнице великий итальянец посвятил главу в книге жизнеописаний 106 известных женщин. В 1464 году греческий историк Леоникий подробно описал строение прорезного стула, изобретенного по вине авантюрной особы. В 1557 году вышел труд Вирджилио «История папы Иоанна VIII, который оказался развратной женщиной и ведьмой». Из летописи и литературы история о Папессе перекочевала в народные мифы и поверья. Легендарная Иоанна стала героиней лубка, куплетов и даже одним из важнейших персонажей гадальных карт Таро, популярных в средневековой Европе и на Ближнем Востоке. Второе изображение Папессы помещается среди 22 главных фигур арканов рядом с папой, императором и императрицей. Папесса означает «утешительница», читаем мы в брошюре Галинари «Чтение Таро». А вот что написано в новейшем издании «Как предсказать свою судьбу». Если при личном раскладе выпал аркан под названием Папесса,
то вам следует обратить внимание на излишнюю скромность, с которой вы страдаете. Ваши способности к искусствам и науке не подлежат сомнению. Вы прекрасно разбираетесь в людях и умеете находить с ними общий язык. Но вам не хватает настойчивости и уверенности в себе. Как раз тех качеств добавим, которыми прославилась Иоанна. Во Франции в главной библиотеке города Монпелье находятся дневники снов, которые молва приписывает Иоанне. Скандальный эпизод в папской истории ловко использовали лютеране при обличении Римской церкви, а потом вспоминали атеисты, от французских якобинцев до авторов антирелигиозных частушек. Сегодня считается, что легенда о папессе Иоанне вероятнее всего возникла в Константинополе на почве вражды между православной и католической церквями. Теолог-кальвинист Дэвид Блондел и немецкий философ Вильгельм Лейбниц, так же как и многие французские энциклопедисты, заклеймили эту историю как выдумку. Тем не менее, в 1886 году греческий писатель Эммануэль Райдиос снова пробудил интерес к этому сюжету, написав роман «Папесса Иоанна», который в 1939 году был переведен на английский язык писателем Лоуренсом Дюрелом. В наше время старая легенда, как и прежде, будоражит творческую фантазию. В 1996 году вышел роман «Папесса Иоанна» американской исследовательницы римской истории Доны Вулфелл-Кросс, горячей сторонницы реального существования женщины-папессы. Как видите, наша героиня наделала много шуму в мужском мире религии, завоевывая для женщины право на образование, а также доказывая, что и женщина может занять высокое место в обществе и в политике. Но захватывающая история о девушке, сумевшей благодаря необыкновенным талантам взойти на папский трон, не могла не появиться. Однако сказку убивает самая прозаическая вещь – цифры. Дата на монетах папы Бенедикта III – 855 год. Тот же, в котором умер его предшественник. Между ними и Иоанне просто нет места. Или, например, монеты с портретами Бенедикта императора Лотара, который умер 28 сентября 855 года. Значит, Бенедикт занял место папы до его смерти. Архиепископ Реймса сообщает в письме Николаю I, что его курьер в пути узнал о смерти Льва IV и передал послание его преемнику Бенедикту III. О Бенедикте III известно не так уж мало. Известно, что он был римлянином, а не англичанином, и что его избрание было абсолютно законным с точки зрения существовавших тогда норм. Его понтификат ознаменовался одним из первых раундов борьбы пап с императорами, выдвижением Людовиком II антипапы Анастасия. Последний известен своей деятельностью как при предыдущем папе Льве IV, так и при одном из последующих Адриане II. О деятельности Льва IV Николая I, между которыми и затесался Бенедикт III, известно также достаточно. Место папессе здесь, увы, не находится. Версия о 1100 годе как месте исторической локализации понтификата Иоанны тоже не подходит, так как здесь тоже все расписано, начавшимися крестовыми походами и борьбой за инвеституру. Но все равно все, что хранит память людей, живет своей странной жизнью в реальности. И сказка, которую не забывают уже столько веков, манит больше, чем скучные архивы. И вот что интересно, несмотря на, казалось бы, доказанность невозможности интронизации мифической женщины, немалое число желающих найти доказательства обратного только растет. Так может, эта история не о том, что было на самом деле, а о том, что люди очень хотят верить в то, что это было.
Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.